И это валютная пара евро-доллар. Сегодня я покупал сразу несколькими позициями евро от котировки 1.08 в районе, да, этого значения. И у меня остался еще один небольшой ордер на нескольких счетах. Давайте его разберем. Двигаю стопы по евро. Это идеальное место, чтобы забрать все деньги, потому что в любой момент может быть коррекция. Не гарантия, но может быть. Есть другой способ работы. Это когда мы берем наш стоп и по вот этим белым точкам двигаем до тех пор, пока цена растет. Тогда вы гарантированно будете в любом самом сильном тренде. Абсолютно в любом. И выйдете, скажем, когда ваши точки будут пробиты. Ну, скажем, вы где-то там продали, вот по черным здесь выход. Да, здесь купили где-то, вот по белым, пока идет и идет. Тоже вариант. Иногда это хорошо, иногда нет. Я сейчас объясню почему. Вот смотрите. Вы двигаете по точкам. И все, вот правило. Двигаю по точкам. Круто. В отдельных трендах, когда точки очень близко, это очень сильные тренды, вы можете забрать сумасшедшую прибыль. То есть а в большинстве случаев так не будет, потому что сумасшедших трендов много не бывает. В большинстве случаев будет так, что вы двигаете по точкам, и в какой-то момент цена так резко улетела и оказалась, например, здесь где-то. А ваш стоп по точкам, трейлинг стоп, да, который вы двигаете, или робот двигает, он здесь. И получается, что у вас образовался вот этот гэп. И вы не заметите, как в течение нескольких минут рынок обвалится вот сюда. Таким образом, вы потеряете процентов 30-40, не дозаработаете. Угу. Если бы вы закрылись здесь, например, то тогда ваши шансы, точнее ваш профит был бы значительно больше, и на длинной дистанции это лучше работает. То есть вы превысите профит, используя фиксацию тейков на, скажем так, резких движениях, то есть на силе, как я это называю, рынка. То есть я здесь закрыл вот здесь профит, ориентируясь на то, что рынок удалился от ценности. Может он дальше пойти, да, но такой закономерности нет, чтобы рынок без коррекции дошел и так дальше. Бывает, бесспорно, там отдельные тренды я могу какие-то лютые пропустить, безусловно. То есть здесь трейдеру нужно не то, что прям вот то выбирать только так, либо так. Я думаю, ему нужно работать над гибкостью в зависимости от контекста рынка. Вот здесь ты видишь точки близко, да не делай ничего. О, удалились, закрывайся, готовься закрываться. Угу. Таким образом, ты можешь максимизировать прибыль, работая гибко в разных рыночных обстоятельствах, потому что тренды, как они двигаются, ну, два основных, да, вида тренда. Тренд двигается вот так, мелкие свечки, он вот еле корректируется, он даже не поднимается, но при этом ползет так противно. Противно, когда ты где-то купил, да, и он против тебя идет, а когда ты продал, ты вообще кайфуешь. Безболезненно, если ты продал. Вот так. А бывает другая, тот же тренд, то есть примерно даже такое же движение, но он вот так идет. Вот так примерно. Или вообще одна какая-нибудь сплошная палка. То есть, скажем, вот здесь у нас $5, здесь у нас, ну, пусть будет $2 условно. И вот от 5 до 2 он может по-разному идти. Это очень важно. Если он мелко идет, он может уйти даже туда, до $1 условно. А если он вот так идет быстро, то, скорее всего, на 2 он устанет и может развернуться. Это закономерность абсолютная. Ни один сильнейший тренд не развивается по вот такой траектории, когда он просто валится, вот такие свечи огромные. То есть вероятность того, что вот этот тренд, где вот такие большие, вот скажем, медвежьи, да, пусть будут свечи нисходящие, он выдохнется в разы быстрее, чем когда вот такие мелкие. Потому что мелкие свечи — это вообще самый опасный тренд, если вдруг ты против него встал, да, или пытаешься встать. И самый крутой тренд, чтобы прыгать вот здесь даже. Мы это локально видим вот здесь. Я все-таки говорю про более, да, какие-то серьезные тренды. Но тем не менее, даже вот на таких отрезках мы эти циклы легко замечаем. То есть, видите, близко. То есть мелкие свечи, он даже не поднимается. Это сумасшедшая сила продавцов. Просто, скажем так, масштаб тренда может быть разный. Да, иногда это там какое-то движение, ну, скажем, в течение часа, а иногда это может быть в течение нескольких дней. Это тоже важно понимать, но суть не меняется. Суть все равно та же самая, что на любом таймфрейме рынок, тренд с большими свечами с большой вероятностью завершится быстрее, чем вот такой тренд.
Поэтому здесь тоже можно проявлять гибкость и уже свой трейлинг стоп, например, по точкам, если ты двигаешь, тебя может точки вот здесь вообще привести тебя сюда. Таким образом, ты возьмешь там 90% тренда. Да? А если ты двигаешь в таком тренде, твои точки будут где-то здесь. И ты вот этот, скажем, 50% тренда ты не дозаработаешь. И вот действуя таким образом, ты становишься намного более мобильным, но при этом торгуя в рамках вот этой же концепции сужения, расширения. То есть ничего нового тебе не нужно изобретать здесь. И это не говорит о том, что всегда ты будешь прав. Нет. Это говорит о том, что ты чаще всего будешь на правильной стороне рынка. И это придаст тебе определенную уверенность. Потому что когда ты каждый раз входишь и все против тебя, против тебя, против себя, у тебя появляются комплексы различные, убыточные. Да? Это чувство вины, это опаска, это осторожность избыточная, либо наоборот избыточная агрессия. То есть ты теряешь баланс между тем, когда надо наоборот нажимать на газ, а когда нужно стоять в стороне, да, или может быть действовать аккуратно. А когда у тебя есть общий вот этот ствол, да, скажем, столб, да, фундамент, то эта опора очень сильная, да, это не колосс на глине, это очень основательный такой прям фундамент торговый, который опирается на естественные, понятные, логически продиктованные принципы движения цены, расширений и сужений. Абсолютно все профессионалы это используют, абсолютно все, там, вот кого не спроси, кто реально работает, не этих там воробушков, а тех, кто, ну скажем, серьезные, да, трейдеры, все используют этот принцип как один из ключевых. И когда цена расширяется, они используют, чтобы сыграть на коррекции, да, то есть коррекция их прибыль, кто так торгует, кто не торгует против тренда, они используют расширение, чтобы фиксировать прибыль с тренда. Все, вот в моем случае я здесь купил, чтобы забрать тейк здесь, то есть коррекция моя прибыль, и оставил позицию на случай, если будет вот такое движение. Оно случилось, ну, я вышел. Почему? Потому что уже цена удаляется от ценности, потом может быть коррекция, я не хочу ее пережидать в этом случае, и поэтому вышел из сделки. Давайте фунт-иену посмотрим, что там происходит. Кстати, фунт-иену то же самое, да, был разворот. Да. Здесь похож, кстати, график на евро-доллар. Очень похож. Здесь тоже протестили лоу минимум вчерашнего дня, 185 круглая цифра. Просто торт обратно. Но здесь еще иена, видимо, ослабела. Вот про то, что я говорил, давайте здесь посмотрим. Я хочу, чтобы вы прям вот, как я говорил неоднократно, зазубрили, стали экспертом. Потому что это спасет ваш трейдинг. Ну прям, наверное, нельзя нигде, ни в одном случае дать такую вероятность вашего успеха, как если вы будете использовать этот принцип. Как с этим принципом. Вот смотрите, здесь дистанция небольшая, видите, узко. Да? То есть ничего не происходит, нормально, ну, такое небольшое расстояние, все нормально. Потом рынок потихоньку начинает удаляться, и вот здесь мы видим, бум, резко удаляется, и представляете, как смарт-осциллятор прыгает. Если здесь он еще не прыгнул, то здесь он уже уперся. То есть мы знаем, что М5 график расширился, мы его не видим, но мы знаем, потому что он берет информацию с М5. Плюс еще ряд других критериев учитывается. И на минутке. Это говорит о том, что вот здесь не покупай. Что происходит потом? Рынок идет на коррекцию, и вот про то, что я говорил, начинает формировать вот такого рода мелкие свечи. Видите, да, вот эти свечи? То есть теряется вот... Смотрите, я хочу, чтобы вы просто обалдели от знаний, которые вы сейчас получаете. Еще раз, смотрите, видите, вот здесь широкие, видите, широкие свечи. И потом посмотрите, что происходит, насколько рынок сузился. Видите, какие свечи стали мелкие. И представьте на точке, что в этот момент происходит. Они подкрадываются. Дистанция здесь и дистанция здесь, она различается почти в 2 раза. Представляете, здесь какой гэп, и где смарт, и здесь. Видите? Вот ваше место, где вот надо входить, вот оно начинается отсюда, когда точки поднимаются. То есть цена не растет, она остается, скажем, если мы поставим сюда горизонтальную линию в качестве максимума и поставим в качестве максимума здесь, ну, да, потом мы возьмем здесь,
максимум остался, а точки уже приблизились сюда. То есть получается, что цена стоит, а точки приближаются. Вот оттуда могут прийти взрывные движения. И вот здесь вы понимаете, что цена, ценность узкая. Вот здесь ты входишь, чтобы поймать взрыв, потому что после этого будет взрывное движение 1, 2, 3, 4 бара. Но ты больше не находишься в сделке, потому что после 3-4 свечей будет коррекция. А вот мы видим фунт иену в зоне buy, топчется. У нас осталось буквально несколько минут до конца сессии. Евро-доллар пришел к ценности. Тоже, видите, да, он долгое время находился в широкой фазе. Видите, здесь широко, коррекция. Потом здесь широко, коррекция. И сейчас тоже пришел к ценности евро-доллар. По фунт-иене у нас buy. По евро тоже, кстати, может быть buy, но сигнал по фунт-иене. По фунт-иене, да. Угу, отлично. И сейчас еще индекс Великобритании глянем. Похожим образом двигаются рынки. Я обожаю вот эту ситуацию, да, ценовой паттерн, когда он появляется прямо в зоне ценности. Вот сигнал на buy, пробойный, то есть прыжок движения, да, а вот сигнал на коррекции, то есть то, что мы говорили. Когда широко не покупай на пробой, жди коррекции. Когда узко покупай на пробой 2-3-4 минуты, сразу страхуй позицию, потому что пробой долго не длятся. Я имею в виду вот эти движения. Импульс, будет коррекция. Угу. Твоя задача войти на ранней стадии и в течение нескольких минут забрать тейк, ТП на силе рынка. Угу. Можно какую-то часть забрать, можно все, неважно. Главное стабильность. И затем на коррекции возможно купить еще раз. Или при новом сужении купить, потому что вот такое движение, потом коррекция, он может так застопориться и потом еще раз пойти. И твоя задача вот здесь найти вход. И за это в этом трейдеру помогает и подсказывает как раз вот этот индикатор. Ждем. Видите, рынок по евро, точнее по фунт-иене немножко провалился. Ну, то есть ушел чуть ниже моей ценности. Видите, вот смотрите, вот точки, видите, чуть ниже. В этом ничего нет страшного. Это нормальное явление, когда цена приходит сюда. То есть коррекция в зону. Мы не говорим о том, что он должен тикнуть и вот отскочить. Нет, он может тикнуть, отскочить, прийти, может быть, дно нарисовать. Это не так важно. Нас это вообще не волнует. Нас интересует, во-первых, в этой зоне как можно ближе ценовая конструкция, да, ценовой паттерн. И еще что вот прямо сейчас я вижу уже по ходу, посмотрите сюда. 1, 2, 3, 4, 4 подряд узкодиапазонных свечей. И вот после этого, это называется сужение, вот такое очень локальное. То есть, когда мы говорим про точки, да, там, что цена близко, а это такой же принцип, только на ультракоротком отрезке. Угу. И вот когда мы видим такое, после этого та свеча, которая эту всю шайку разгоняет, тот победил. Соответственно, если сейчас бык победит, мы пойдем наверх вот сюда к этой ценности. Потому что все лучшие и самые сильные движения, они происходят из фазы узкой, да, и есть фаза узкая, более, да, такая, ну, скажем, глобальный принцип, а есть локальный, когда узко вот тут, узко вот тут. Такие мелкие-мелкие свечи, которые никак не выделяются, потом идет очищающая свеча. Бум, вот она. Потом очищающая свеча потенциально. Бум, вот она. Давайте посмотрим. Угу. И, кстати, есть еще фишка. После этой свечи, видите, что произошло? После этой свечи пришла медвежья, и если это будет зеленая, будет вверх движение. То есть два варианта, да? Сразу двигается или после такой конструкции. Давайте посмотрим. Очень часто, да? И все опять, вот посмотрите, вот ты здесь не занимаешься тем, что пытаешься торговать все. Ты занимаешься тем, что ты фокусируешься элементарно на одном принципе.
узко, широко, узко, широко, узко, широко. Как более, скажем, масштабно, вот то, что мы разобрали, смарт-осциллятор, точки, так и более локально, вот уже применительно к вот прям вот, ну, к какому-то вот микроотрезку на текущем графике. Угу. И вот мы видим, появился бар, который в теханализе называется бар силы. Это что? Это бар силы. Широкодиапазонный бар, самый длинный бычий бар среди всех предыдущих слева, который закрылся на своем максимуме. Угу. Соответственно, все стопы, которые можно поставить, они должны быть здесь. То есть взять стоп, сюда передвинуть. Почему? Потому что если его не увидят, то я здесь должен выйти из сделки. Угу. Давайте посмотрим. Сократил риск, перевел за этот минимум. Евро. Евро-австралийцу берем, уже хватит. Все, это последние, финальные сделки. У нас еще DAX появился на радаре. DAX. По DAX была покупка, помните, да, мы как-то открывали, с вами видели, но, блин, он такой медленный. С ума сойти просто. Не знаю, мне его трудно торговать. А если я начинаю торговать, то из этого ничего не получается нормально. Нам такое не надо. Да. Еще ушел выше максимума дня предыдущего. Вообще находится на экстримах, да, DAX. Смотрите, как он по-быренькому, да, восстановился, просто такое лютое движение. Ладно, оставим его в покое. Так, мы ждем фунт-иену и все, да, и фунт-иену. Ну и евро-доллар, это глазком смотрю. Если этот бар будет зеленый, следующий бар будет вверх. Да, с большой вероятностью торт. Соответственно, мы можем с вами хорошо заработать. То есть это уже такое, да, мы прям на ультралокальном отрезке смотрим. Это не так критично для трейдера, который начинает. Потому что если он сразу пойдет в частное, в мелкое, он запутается там. Ему надо сначала проработать вот эти общий принцип сужения, расширения, а потом переходить к частному, когда ты уже на, скажем так, уже когда ты отработал вход в рынок, ты уже смотришь, а какой лучше вход работает. Все, я забрал тейк по фунт-иене. Здесь мы видим точки черные, но здесь фиксация нормальная. Может пойти наверх на трейдера, время час дня. Все, достаточно. Все хорошие движения, которые вы на рынке можете встретить, ну, львиная их доля, они будут вообще приходиться с 11 до 12:30. Вот зафиксируйте золотое правило трейдинга. Вот прям вот зазубрите его. Если в интрадей 90 минут. Правило 90 минут. Первые 90 минут с момента открытия можно захватить 15 минут, а может быть чуть больше на премаркете в плане подготовки, да, в плане, скажем так, настройки себя к торговле, да. Но основное время это начинает от открытия, да, и первые вот 90 минут. То есть суммарно получается, ну грубо скажем, ты отводишь на торговлю 2 часа, грубо. В идеале вообще-то может быть час 30, час 45. Но понятно, что если еще подготовка, ты не можешь прийти, сел такой и торгуешь, да, тебе нужно время немножко, скажем так, настроиться, все подготовить и так далее. Поэтому 90 минут плюс определенное время на проверку, а иногда даже, на подготовку точнее, а иногда даже тебе 90 не надо, тебе может быть достаточно 30 минут, ты вот в первые 30 минут нашел хорошие возможности, заработал деньги и все, не надо сидеть. Не злоупотребляй гостеприимством рынка. Поторговал полчаса, сделал деньги, получил зеленый, увидел зеленый свет, зеленую строчку на депозите, да, на своей статистике. Все, иди отдыхай. Ты сохранишь внимание на следующую сессию, ты сохранишь настроение, ты сохранишь деньги.